Россия начала войну с США, тайные данные попали в сеть, отношения с Вашингтоном могут пошатнуться. Как отреагирует Трамп? Путин сильно испугался, новые запреты и ограничения, но уже для самых высших чиновников, кого не пустили на парад, и что будут забирать перед встречами в Кремле. Вооруженное восстание в страну, тайно завозят детали для дронов и оружие для оппозиции. Начало революции уже близко. Раскрыты реальные потери на фронте, опубликованы списки погибших. Цифра вас шокирует. Арест могущественного генерала, бывшего союзника Москвы, будут судить. Об этих и других событиях к утру воскресенья 10 мая. Главное событие дня коротко и по делу. Это «Нехта», с вами Олесь Корниенко. Путин внезапно заговорил о завершении войны. По его словам, конфликт в Украине идет к завершению. Это соглашение несправедливо. А кто определяет, справедливо или нет? Если представитель переговорной группы с украинской стороны парафировал эти документы, что же здесь несправедливо? Кто это определяет? Ну, все замечательно, пообещали помощь и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Более того, глава Кремля неожиданно допустил встречу с Владимиром Зеленским в третьей стране, но только для финального подписания договоренностей. Впрочем, это мы уже и год назад слышали. Что думаете и верите ли? Давайте обсудим в комментариях. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы. Пока Путин рассказывал о жертвах советского народа в так называемой Великой Отечественной войне, независимые журналисты подсчитали, во что обошлась россиянам так называемая СВО. Минимум 352 тысячи погибших. Такую оценку потерь российской армии за время полномасштабной войны сделали «Медуза», «Медиазона» и русская служба BBC. Журналисты изучили поименные списки погибших, данные наследственных дел и судебную статистику. Впервые в подсчет включили не только официально зарегистрированные смерти, но и тех, кого через суд признали погибшими или пропавшими без вести. Причем оценки Генштаба ВСУ и западных разведок гораздо выше. Число убитых и раненых агрессоров, согласно их данным, превышает 1 300 000. Появились новые доказательства помощи Москвы режиму Аятолл. В западную прессу утек секретный документ Главного управления российского Генштаба, а из этого 10-страничного плана военной разведки, который попал в руки журналистов The Economist, следует: Путин лично предлагал Тегерану 1000 оптоволоконных FPV-дронов для того, чтобы лучше бить по американцам. Такие беспилотники почти невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы, а использовать их россияне научились на войне в Украине. Кроме новой технологии, Москва предлагала Тегерану и обкатанную тактику. ГРУшный документ описывал также сценарий атак на силы США в Персидском заливе. Предполагалось запускать раи дронов по десантным кораблям США с замаскированных позиций на побережье. Как думаете, когда до Трампа дойдет, что так любимый им Путин ведет войну не с Киевом, а с Вашингтоном, и после украинцев будет убивать американцев? Парад Победы в Москве стал не только самым коротким — 45 минут вместо прошлогодних 1,5 часов, но и более закрытым. На трибуны Красной площади впервые в истории современной России не пустили собственное правительство. Не нашлось места на мероприятии и для депутатов Госдумы. Допущенным оказался только узкий круг людей из Совбеза. Силовики, руководство ФСБ, Минобороны, МВД. Паранойя Путина становится все более очевидной. Проект «Можем объяснить» узнал о том, что к главному телу страны уже не допускают не только с мобильными телефонами, но и с наручными часами. Впрочем, это уже можно заметить по фотоотчетам о встречах Путина. Оставлять аксессуар на руке теперь позволено только самым старым коллегам по КГБ, например, Сергею Чемизову. Ранее российские государи опасались табакерок, теперь часов, а чего завтра?
Министров не пустили на Красную площадь, а обычных жителей Санкт-Петербурга просто закрыли по домам из-за бессмертного полка. По данным Фонтанки, жителям домов на Невском проспекте запретили выходить на улицу до окончания шествия. На 5-й год полномасштабной войны власти государства-агрессора перестали стесняться понесенных потерь. И вместе с фотографиями ветеранов Второй мировой участники несли и портреты погибших на украинском фронте. Среди участников заметили губернатора Беглова в зеленом ватнике. А вот блокадницу Людмилу Васильеву, которая пошла к Соловецкому камню протестовать против войны, развязанной ее государством против соседа, задержали полицейские. Россия помогает Ирану восстанавливать свой военный потенциал через Каспийское море. The New York Times пишет, что Москва отправляет Исламской Республике детали для беспилотников. За последние месяцы поток сухогрузов по Каспийскому маршруту заметно вырос. Но чувствуя себя в безопасности, российский флот тут не может. Авиация Израиля и США уже била по иранским судам на Каспии, но не наносила ударов по кораблям РФ. Но дотянуться до них может иной игрок. Украина. Накануне перемирия ВСУ достали очередной борт захватчиков. Как заявили в украинских ВМС, это произошло в порту Каспийск в Дагестане. Тут был поражен корабль проекта «Каракурт», носитель крылатых ракет «Калибр» с 8 пусковыми установками. Раньше это судно находилось в Азово-Черноморском регионе. После ударов по Крыму россияне перебросили его подальше от фронта, фактически в тихую гавань. Но, как оказалось, безопасных мест для флота РФ становится все меньше. Теперь официальная эпоха Орбана закончилась. После 16 лет безраздельного правления этого приятеля Путина Венгрия получила новое правительство. Лидером страны официально стал Петър Мадияр. Его партия ТИСА получила в парламенте 141 место из 199. Это конституционное большинство, которое позволяет сломать авторитарную систему, установленную Орбаном. Венгерский народ дал нам мандат положить конец десятилетиям скитаний. Он дал нам мандат открыть новую главу в истории Венгрии. Не только сменить правительство, но и изменить систему, начать все заново. Перемен с нетерпением ждут и венгры. Правда, Орбан будет и в новом правительстве, но это однофамилица бывшего премьера, которая будет отвечать за иностранные дела. А самым необычным министром стал Вилмаш Катае-Немет. В 16 лет он потерял 97% зрения, но сумел получить высшее образование, создать семью, воспитать детей и получить титул мастера айкидо. В новом венгерском правительстве Катае-Немет займется социальной политикой. А новый министр здравоохранения Жолт Хегедюш после инаугурации повторил свой зажигательный танец, которым покорил всех еще в вечер выборов. Похоже, этому правительству ничего не мешает вернуть страну к демократии и в Европу. А сейчас новость для всех военных преступников, да и вообще для так называемых силовиков всех авторитарных режимов. Знаю, они нас смотрят. В Сирии продолжается охота на людей Асада. МВД страны сообщило об аресте бывшего шефа разведки ВВС, генерала Хардала Даюба. Его обвиняют во внесудебных казнях, сотрудничестве с Ираном и Хезболлой, а главное в причастности к атаке химическим оружием в Восточной Гуте в 2013 году. Тогда, по данным США и правозащитников, погибли около 1500 человек. Теперь новые сирийские власти пытаются устроить собственный Нюрнберг для бывших силовиков режима. Но стало известно о еще одном не менее символическом шаге новых властей. Некогда полевой командир, а теперь президент Ахмед аш-Шараа отстранил своих братьев Махера и Хазема от высоких государственных должностей. В Дамаске объясняют это попыткой показать сирийцам: эпоха кумовства и семейной власти должна закончиться. Пока Вашингтон и Тегеран не могут договориться об очередном раунде переговоров, в самой стране может идти подготовка к вооруженному восстанию. Об этом изданию Хакин заявил иранский политолог Мазиар Миан. Автор телеграм-канала «Революция в Иране» утверждает, что в страну тайно завозят детали для дронов и оружие для оппозиции.
Время от времени по телеканалам Исламской Республики сообщают об арестах оппозиционных групп по 20, 30, 50 человек, у которых нашли оружие. Это не одиночные, а массовые случаи. Более того, Миан утверждает, что еще в прошлом году, во время 12-дневной войны, по режиму били не только силы Израиля и США. По словам политолога, внутри самой страны было налажено тайное производство небольших беспилотников, которыми подпольщики атаковали дома предводителей КСИР. Ранее о переброске оружия в Иран проговорился и Дональд Трамп. В интервью The Hugh Hewitt Show президент США заявил, что во время январских протестов режим убил 42 тысячи их участников. Невинные, безоружные протестующие. Если бы у них было оружие, они бы дали отпор. Я в этом убежден. Но знаете, нельзя допустить, чтобы безоружное население противостояло людям с автоматами Калашникова. Президент США заявил, что теперь оружие у противников режима появится, хоть и не раскрыл детали. С зависимостью от табака или от алкоголя человечество знакомо сотни и даже тысячи лет, но жизнь не стоит на месте. В Италии зарегистрировали первый случай болезненного привыкания к искусственному интеллекту. Как пишет издание «Газеттино», пациенткой стала девушка 20 лет, которая настолько привязалась к нейросети, что начала воспринимать ее как настоящего друга. По словам медиков, контакт с ИИ постепенно вытеснил из круга общения пациентки реальных людей. Девушка все больше уходила в виртуальный мир, потому что там ее понимали и не осуждали. Врачи говорят, это только начало. Нейросети становятся все умнее и все человечнее. Как ни парадоксально это звучит. Сержант Большаков принимал участие в выполнении сложнейших специальных и боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Ежегодный приступ победобесия у российской власти традиционно вызвал не только смех. В Новосибирске начался скандал из-за этого баннера. На изображении, которое любой здравомыслящий человек принял бы за подделку, местные затейники на самом деле разместили вместе с надписью «С Днем Победы» фото обезьяны. Плакат разместил местный зоопарк. Орангутан Бату – настоящая местная знаменитость. Он умеет делать множество трюков, и в некотором смысле он жертва российского режима. Несколько лет назад ему не позволили стать символом города, хотя именно он набрал большинство голосов. В стране, где можно сесть за лайк, беспокойные граждане уже доложили, куда следует, а органы уже проводят проверку. Но отличились не только в Новосибирске. Оцените перл этой работницы российской телепропаганды. Это мой сын. Без вести пропавший. Живут и поныне. То есть у вас сегодня такой двойной праздник. Поздравляю вас с праздником, Днем Победы. Хорошего сегодня вам дня. Получается, чем больше потерь, тем больше праздника. Приглашаю на вечерний выпуск.